Вы у нас те, кто побывал в Европарламенте и представлял свои народы в Европарламенте. Естественно, очень хочется узнать у вас детали, как прошло, какие ваши планы, впечатления. Ну вот начнем с общего, и там дальше уйдем в конкретику. Давар, Марина. Действительно, побывали в Брюсселе. Это не только и не столько туристическая поездка, сколько деловая. Выступление было на форуме, который назывался The Imperial Russia, и общая тематика касалась дезинтеграции России, деколонизации, это немножко разные понятия, и, скажем так, понимание того, что может ожидать народы, которые проживают на этой территории в будущем. То есть это вопрос о денуклеаризации, то есть лишение ядерного потенциала. Это демилитаризация, понятно, что такое, и, разумеется, демократизация. Ну, все знают, да, какая ситуация сложилась вокруг Бурятии, имиджа, того, что происходит на этой войне. Поэтому нам очень важно было, чтобы прозвучал исторический ракурс от колонизации до сегодняшнего дня, к чему мы пришли в составе России, да, к чему пришла Бурятия. Нам очень важно было озвучить исторические факты. Естественно, я слушала ваше выступление. Ну, Марина, у тебя было там очень лаконично. Сначала история покорения Бурятии, там история сопротивления. Дальше ты там конкретно приводишь факты, почему ты считаешь Россию империей, там разницу отношений между колониями и с центром. И, ну, и заканчиваешь это таким пожеланием к независимости Бурятии. Да. Потому что для нас вот наше движение Татар-Бурят-Монголия это принципиальный вопрос. То есть независимость как единственный выход из сложившейся ситуации. Потому что если мы просто посмотрим, вот просто строго по фактам, к чему мы пришли за более чем 350 лет в составе России, к тому, что у нас умирает язык, исчезла письменность. Нужно сказать, что 100 лет назад, вот для примера, один факт, да, который мы, кстати, не озвучили, но который было бы здорово, мы будем еще озвучивать. 100 лет назад монголов было 600, ну, грубо говоря, да, там 650 тысяч. Бурят было там 240. Через 100 лет монголов 3,5 миллиона, а бурят 400 тысяч. Но мы не видим роста, да, мы не видим роста. Да, то есть никакого роста на всех войнах мы в лидирующих позициях. То есть я, например, просто про это не знала. И когда я все это узнала, меня это, конечно, шокировало. Потому что, в принципе, когда мы живем, мы не задумываемся об этом. А сейчас такая ситуация, что все, мы понимаем, что это наш последний шанс. То есть мы ассимилируемся, нас уничтожают, нас никто не заботится, знаешь, ни о Байкале, ни о том, ни о нашей идентичности. Ну и кто, кроме нас самих? Естественно, единственный выход — это если нам дадут самим выбирать. А потом еще, знаешь, очень достала вот эта вот ситуация, когда нас приучают к тому, чтобы мы смотрели на себя через призму русско-имперского взгляда. Нас изучают, как бы, и нам рассказывают о нас через призму русского взгляда, да, русско-имперского. Мы позже пойдем, да, в обсуждение именно наций, национальностей. Dabra, твоя речь, она, мне кажется, была больше про будущее. И ты так структурно объяснял, почему всем выгодно, чтобы Россия была дезинтегрирована, почему республики, в данный момент республики, они могут таким вот гарантом выступать, что империя там остановит свои какие-то имперские войны и там сосредоточится внутри. Расскажи немножко вот про свою структуру, потому что твоя речь была тоже на английском, ну, как и речь Марины. Мне было важно действительно показать образ будущего, показать место моего народа на будущей политической и не только карте мира. Нужно было показать иностранным экспертам, это США, Германия, Австрия, другие страны, кто мы есть, дать краткое описание сути нашего этноса, нашей культурной идентичности. Мы единственная европейская буддийская нация. И в этом смысле важно было показать нашу готовность строить государство, основанное на принципах мира, прогресса и справедливости. Потому что
Я думаю, что никому в принципе не хочется, чтобы на этой большой территории, которую занимает сейчас Российская Федерация, возникали недемократические государства, или, по крайней мере, государства, которые, скажем так, не соблюдают основные законы сожительства. То есть Россия себя ведет именно так, по-хамски, попирая международное право как основу общения народов. И повторения подобного никто не хочет. Это вопрос безопасности уже глобальный. В текущую войну России и Украины вовлечен, по сути, весь мир на стороне Украины, к счастью. И пока что сила добра, я надеюсь, до конца доведут эту борьбу. Поэтому действительно было важно показать, каким мы видим свое собственное будущее, каким мы видим будущее наших соседей, потому что рассматривать вопрос в контексте только себя, мне кажется, ошибочно. Обретя суверенитет, важно понять любой нации, что она будет делать и с кем она будет делать, экономически, политически и так далее. И, наконец, показать, что у нас есть особая этничность, идентичность, которая не равна русской идентичности и, скажем так, не просто имеет право на существование, но должна быть оберегаемой, а вообще даже и спасена. Вот здесь я, конечно, делаю референс к словам Марины. Примерно похожие процессы происходили не только у бурятов, но и у айратов, и у других нерусских народов. Но мне очень понравилось, когда я тебя слушала, я прям поверила. Такой очень грамотный интеллектуал, с прекрасным английским, говорит о том, слушайте, наши европейские партнеры, вы должны нам помогать национальным движениям, вы должны нам помогать, потому что это тоже такой гарант безопасности, мировой стабильности, если Россия не будет продолжать такие вот войны по отношению к своим соседям. Но это было очень здорово. Расскажи немножко о себе. Ты сейчас живешь в Армении, правильно? Ты Да, юрист, занимаешься юридической практикой, плюс активист, да? Ты занимаешься политическими делами по мобилизации. Расскажи немножко о себе. Ну, я родился в Элисте, я элисинец. Как и многие наши соотечественники, монахсы, я был вынужден вместе с семьей уехать в другой регион по экономическим причинам. Мы знаем, что наш регион стабильно занимает последние места во всех возможных рейтингах социально-экономического развития. Это искусственная история, но об этом отдельно поговорим. Вот. Вырос, отучился в 2 университетах московских. Вот. Магистр права. Вот. Я вообще по образованию юрист-международник, то есть специалист в области международного права. Вот. И довольно много всегда, еще со студенческой скамьи, занимался таким квазиполитическим активизмом. Какие-то митинги протестные. Ну, ты выиграл один из судов в Европейском суде по правам человека. Это неплохо. Было дело, да. Было дело. Это дело касалось задержания одного активиста в 2019 году. Человек дошел до ЕСПЧ и выиграл. Да. Я защищал его в национальных судах. Вот, в общем, каких-то успехов на ниве правозащиты и какого-то квазиполитического активизма я добился. А вот с 21 года примерно, да, с 21-го я уже обратился полностью именно к нашей ойрат-калмыцкой повестке. Вот, и уже полностью вовлекся в это уже с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Вот, и сейчас являюсь членом Конгресса ойрат-калмыцкого народа. В этом качестве я, собственно, и был в Брюсселе. Но, Марина, ты, наверное, понимаешь, да, что я плавно подбираюсь к вопросу к тебе. Но вот если Давр говорит, что он выстраивал свою политическую карьеру, у него там соответствующее образование, опыт, он и в мемориале работал, ну и, в принципе, у Давра, ну, прям постепенно там накапливался этот опыт, и его появление в Европарламенте смотрится очень гармонично. Вот прям, вот я вижу там Давра, и вот как будто вот так все и должно быть. А кто еще? Да? Давр очень гармонично там вписался. Теперь идем к тебе. Прекрасная бурятская женщина с красивейшим английским, прекрасной речью, но мы о тебе очень мало знаем до мобилизации. Известно, что ты отучилась на оперную певицу, известно, что ты живешь в Америке более 10 лет, что у тебя очень такая большая семья в Бурятии.
твоя политическая деятельность абсолютно неизвестна до мобилизации, до старта мобилизации, и поэтому я хочу сейчас тебя послушать. Но у меня и есть примерно представление, потому что мы с тобой там дружим и за пределами этого интервью, но я хочу дать тебе слово и услышать тебя. Дело в том, что для меня моя политическая деятельность самой стала большим сюрпризом. И если говорить кратко, то там случилось три таких триггера. Сама война, конечно, да, то есть, ну, я, как и все, была в шоке вообще от того, что происходит. Я не могла это объяснить ни себе, ни другим, да. Вот война, как бы произошла какая-то, знаешь, остановка мира, да, переоценка всего. Затем смерть моей подруги, журналистка, очень загадочная и неоднозначная. И, Кто? наверное, третье событие – это то, что я познакомилась с профессором Хомутаевым и прочитала настоящую историю Бурятии, что меня просто возмутило до глубины души, потому что я привыкла, я выросла вот в той парадигме, что старший русский брат, вот без него буряты бы не выжили, он спасал, значит, Бурятию от монгольских набегов, вот это все. Бурятию придумал Ленин. И вообще, что мы вот должны как бы русским, да, за то, что они нас там защищают. А оказалось все с точностью наоборот, что буряты прекрасно жили до прихода русских. Понимаешь? И это не может все, ну, не... Это заставляет пересмотреть, внутри себя, знаешь, перелопатить. И, конечно, это очень сильно повлияло на все, что происходит сейчас. Знаешь, некоторое количество человек, когда приходят на интервью, мы обсуждаем, говорят о том, что высказывать свои там, взгляды на права человека, на какие-то политические взгляды человек может только тогда, когда у него какой-то уровень безопасности жизни закрыт, уровень проблем закрыт, и тогда он может думать о более там, высоком, духовном, политическом и других каких-то, когда уже не нужно там выживать. И что поэтому многие, кто там за границей, приходя к этому экономическому уровню, начинают задумываться о там, политических, религиозных, духовных ценностях. Согласна ли ты с этим? Потому что в Бурятии, насколько я понимаю, экономическая ситуация намного сложнее, и не всем вот так вот легко взять и начать такую активную политическую деятельность. Во-первых, конечно, согласна. Это же по пирамиде Маслоу, да, когда у нас базовые инстинкты удовлетворены, мы идем на следующую ступень. Да, в Бурятии, кстати, я и уехала во многом из-за того, что, ну, я, в принципе, всегда не вписывалась в систему, да, то есть я там закончила Санкт-Петербургскую консерваторию, была в Академии при Мариинском театре. Я понимала вот по своей природе, да, я понимала, что я не вписываюсь в систему. Я приехала в наш бурятский театр, работала там солисткой, получала 3000, а за квартиру мне нужно было платить 2000. Я понимала, что я там работала уборщицей в аптеке. И в какой-то момент я поняла, что, ну да, вот довольно сложно, нужно, наверное, если есть возможность, попробовать себя там. Мне интересно было, на самом деле, уехать, посмотреть, как мир живет. В Бурятии все очень сложно. Это еще один фактор, который дико возмущает, потому что Бурятия богатая республика, одна из самых красивых республик. Но, конечно, задумываюсь я сейчас об этом только сейчас, да. Ну да, я могу себе позволить это. И, наверное, вряд ли я могла бы так открыто говорить все, что думаю, если бы я находилась внутри республики. Поэтому я очень сочувствую, поддерживаю, понимаю людей, которые имеют свое мнение, но не имеют возможности его высказать и на самом деле не имеют прав, потому что Филонова сидит, мы пытаемся что-то сделать, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. За что вот сидит Филонова? Да? Я напомню тем, кто не знает, журналистка Филонова, которая была арестована когда уже? Более полугода назад, да, в Бурятии? Да. Угу. Ребенок инвалид, у нее муж в больнице, она сама, в общем, уже в таком благородном возрасте. И это просто за то, что человек против войны, против нарушения прав, она защищает интересы республики. Она совершенно замечательный человек, личность. Да, вот после поездки в Брюссель ты давал какую-то обратную связь, и ты говорил, что, скажем так, либеральная российская оппозиция высказывает немножко не совсем, наверное, демократическую по отношению к регионам позицию, когда они не поддерживают
никакие разговоры, движения национальные. Ты знаешь, И такое здесь... впечатление, что у нас Ага. просто нет. Я понимаю, но мне понравилось в основном, ну, это не первый случай, да, когда они ведут себя так, но в основном национальные оппозиционеры в этот момент начинают, ну, очень сильно возмущаться, эмоционировать. Давр сказал: слушайте, ну, я вижу, что вот ситуация такая, они нас там не воспринимают, они нас не слышат. Давайте просто сфокусируемся на разработке своей повестки, давайте сфокусируемся не на том, чтобы ругать их, что они делают неправильно, а сфокусируемся на том, чтобы самостоятельно выстраивать отношения и партнерства там с другими странами, с другими лидерами и так далее. И мне очень понравилась эта твоя позиция, потому что, ну, просто ругать других, что они что-то делают не так, ну, мы знаем, да, это распространено, и это мало помогает. Твое отношение было: давайте сфокусируемся на улучшении своей повестки и выстраивании отношений. Расскажи об этом, как ты это видишь, как это возможно сделать, на что вот конкретно можно сфокусироваться и работать в этом направлении? Я против того, что называется отрицательной повесткой, то есть повесткой от чего-то тезиса. Это все равно приводит к вторичности и не добавляет сущности идеям, которые нужно разрабатывать. Что касается сути того, что нужно, на какие вопросы нужно отвечать и что нужно нам придумать или правильно перенять, во-первых, это касается места новых наций, новых государств в мире, кто будут их друзья, кто будут их противники, с кем они будут взаимодействовать экономически, политически, дипломатически. Значит, разумеется, демократический, недемократический режим. Ну, я рассчитываю, что все будут демократами, так или иначе. Безусловно, это ответ на вопрос об экономической системе. Известно из экономики развития, такая наука, что нации богатеют, когда находят свое место в уже существующих цепочках экономического обмена. То есть, грубо говоря, есть большая экономика наподобие США, и она использует какие-то экономики для производства каких-то товаров, работ, услуг, и потом это собирается в какой-то конкретный продукт. Так вот, нужно найти свое место вот в этих экономических связях и начать богатеть, чтобы потом уже накопленные активы пустить на какие-то собственные проекты. Так, например, Балтика сделала, и совершенно правильно. Значит, конечно, нужно ответить на вопрос о деколонизации в каком смысле? Потому что деколонизация – слово, которое часто используется, возможно, не в попад, и не в том смысле, который мне видится более адекватным. Я считаю, что деколонизацию нужно рассматривать в первую очередь с точки зрения дерусификации, то есть преодоления прошлого, имперского прошлого для нас, да, для нерусских. Второе – это, конечно, восстановление идентичности своих, потому что очень много людей, наших соотечественников и соотечественниц, которые, скажем так, выросли в русском мире и испытывают такое русофильство. То есть оно должно быть преодолено. Ну, разумеется, я не говорю о насилии, я говорю о такой целенаправленной политике. Сначала может быть мягкой, может быть более жесткой, это уже на контекст надо смотреть. Вот. Ну и третье, это, конечно, вопрос населения. Одна из страшилок, которыми пичкают нас общеросы, я их так называю, либеральные россияне, то есть общероссийская повестка, это то, что якобы мы либо друг друга перережем, либо начнем резать русских жителей наших регионов. Нет, отвечаю я, это совершенно не так, потому что, во-первых, совершенно не факт, что мы начнем друг друга резать. Зачем нам резать друг друга? То есть никакого смысла в этом нет. Все вопросы, связанные с какими-то претензиями территориальными и подобное, может быть решены нормальным компромиссом при участии международного сообщества. Ну и второе – это то, что в отличие от нас, у русских жителей и наших регионов есть их русская идентичность и есть, грубо говоря, регионы преимущества их проживания, наподобие, ну, например, какой-нибудь Москвы или, там, не знаю, Калуги и так далее. Ну, они просто туда переселятся и все. Это, в принципе, миграция – это естественно для человека. Никакого тут насилия, в принципе, быть не может. Вот я думаю, что вот на чем-то подобном надо сконцентрироваться и давать правильный ответ, в первую очередь для собственной аудитории.
Ну, потому что Владимир Майлов не будет претендовать на пост мэра Элисты, или там Максим Кац на пост главы села Троицкое. Да. Ну, этого просто не будет, потому что не будет никогда. Поэтому нужно работать с своей аудиторией, нужно становиться лучше и таким образом победим. Да, говоря вот о русскости и нерусскости, вот объясни мне, рассказываю на собственном примере. У меня 12-летний сын, который, ну, если у меня там видно еще по мне, что смесь, он выглядит, ну, вот абсолютно азиатский мальчик. Когда я его воспитываю, я ему не говорю, что вот посмотри, русские, а мы не русские, нас притесняют, ущемляют, там, недооценивают, потому что я боюсь в нем породить какой-то такой комплекс жертвы, и поэтому я не говорю так, я говорю, ты азиат, все азиаты очень умные, очень технически образованные у тебя, там, тебе должна легко даваться математика, потому что ты же азиат, естественно, у тебя должна быть очень хорошая математика, это там очень логичный такой ум. То есть я его пытаюсь какие-то сильные стороны преподнести, боясь, что если я буду говорить о нерусскости и азиаткости в каком-то таком вот ущербном варианте, что это заложит в нем какой-то синдром, комплекс неполноценности. Сейчас, на мой взгляд, очень много риторики о том, что быть азиатом или быть нерусским, ну вот как будто бы вот все нас притесняют. Или у меня такое впечатление. Помоги мне вот в этом немножко разобраться. У меня позиция следующая. Я не очень понимаю разбора каждого бытового случая расизма по отношению к нерусским. Это постоянное количество видео, казусов и тому подобного. То есть более-менее представление о том, что Россия – это ксенофобное общество, у меня есть, ну, потому что я в этом обществе жил, я это прекрасно знаю. И доказывать мне это никакого смысла нет. Доказывать это русской аудитории тоже смысла нет, потому что, во-первых, они не поймут, они никогда в нашей шкуре не будут. А во-вторых, это будет действительно выглядеть как вот был в советском прошлом мультфильм «Баба-Яга против», да, когда построили Олимпиаду 80, а Баба-Яга ходила и кричала «Баба-Яга против». Вот это абсолютно так будет выглядеть. Критиканство ради критиканства. Вот. Ну и третий момент – это то, что очень-очень легко скатиться в примитивный национализм, находясь в состоянии жертвы. Ненавидеть всех представителей другого этноса просто потому, что не представитель другого этноса. Я категорически против понимания нации, вот то, что называется примордиализм, то есть какие-то биологические черты. Этнос – это в первую очередь самоощущение, выбор, да. И по этой причине мы, ойраты, можем выглядеть вообще как угодно. То есть не обязательно, чтобы у нас были черты монголоидные лица или, не знаю, там. У меня, допустим, рост 1,85 м, это не очень типично для представителя монголоидной расы. Но я ойрат, я калмык, и это мой осознанный выбор, это называется конструктивизмом. Потому что я, в принципе, про автономию воли, про свободу. А что касается вот этого комплекса жертвы, да, действительно, это имеется, и есть народы, которые строят свою идентичность на этом. И они, к сожалению, чувствуют себя не очень хорошо именно как с физиологической точки зрения. Нам нельзя забывать о том, что происходило. То есть события 1943 года, а до этого и коллективизация, и гражданская война, и прочее, это часть нашей исторической памяти. Да. Весь наш народ оказался в Восточной Сибири и Казахстане, и об этом нельзя ни в коем случае забывать, это надо проводить красной нитью через нашу историческую политику, это понятно. Но нельзя запираться в прошлое. Почему я говорю о том, что нужно строить образ будущего? Потому что мы будем жить не в прошлом, будем жить в будущем. И только так мы сможем быстро перейти из колонизированного состояния уже в нормальное, человеческое, и сконцентрироваться на самом главном. Для чего нужно государство? Чтобы люди жили счастливо. Вот нам нужно жить счастливо. Категорически согласна с Давром, что нужно строить картину будущего и государство для того, чтобы люди жили в нем счастливо. С другой стороны, я не согласна в том, что касается вот, национальных отношений, вообще самого национализма. Мне кажется, эту тему нужно изучать подробно. Почему? Вот мне очень понравился один момент, когда с танцевальным ансамблем афроамериканцев, среди которых был белый. И после концерта они сидели, отвечали на вопросы публики.
кто-то задал какой-то острый вопрос, возникла пауза, и белый человек, ну, белый танцор, да, член команды, ответил на этот вопрос, взял как бы на себя инициативу. И вот что меня поразило, что люди после концерта, некоторые, считали, что он не имел права говорить от лица афроамериканцев на тему расизма, понимаешь? То есть, если ты не был, как говорится, вот когда говорит, что называется, в нашей позиции, да, то ты не имеешь права. С другой стороны, мы как бы привыкли к тому, что нам о нас, например, вот о бурятах там, или калмыках, да, о коренных народах, рассказывают с точки зрения русской культуры, русского взгляда. У нас нет институтов, которые изучали бы, где бы мы изучали сами себя, да, и в отличие от Европы, допустим, да, или Америки. И мне кажется, что вот очень важно, чтобы мы научились смотреть на себя через призму своей истории, своего самосознания. Вот это, мне кажется, очень важно. Смотри, когда я езжу в Дагестан, когда я ездила в Дагестан и общалась с населением в Дагестане, вот у них отношение к собственной культуре, что она, ну, и девушки наши самые красивые, и песни у нас более мелодичные, и танцы у нас более зажигательные, и язык у нас там красивее. Ну, у них какое-то отношение к своей культуре, что ну прям вау-вау-вау. Прям лучше всех, что все остальные, да, мы, конечно, там терпим и принимаем, но вот наше самое-самое. Если это в Бурятии? Нет, Бурятия, конечно, я считаю, что Бурятия в угнетенном состоянии. Ну, вот как мы уже говорили, да, экономически мы там на последних местах, в нищете живем фактически. Язык отобрали, историю, главное, отобрали, вот что возмутительно, да, мы не знаем наших героев, нас воспитывают на русских, ну, героев, да, на 3 богатырях там и так далее. И действительно, вот как говорит Владимир Андреевич Хомутаев, когда он говорит, я был интернационалистом, и я, в принципе, тоже воспитана вот той пропагандой, да. Он говорит, я открыл учебник, и там про Бурятию 2 строчки. Но так же не бывает, потому что мы-то живем, когда мы в культуре, внутри, когда это деревня, бабушки, дедушки, да, мы же этот культурный код ощущаем вокруг себя, даже если вот мы не говорим по-бурятски. Это же через какие-то, ну, это эмпирический опыт, да, это сложно объяснить словами, но это есть. Поэтому когда вот, допустим, у нас есть народ, культура, мы это все понимаем, ощущаем, и вдруг 2 строчки, да, и нам говорят, что нас придумал Ленин, ну как, это не вписывается в картину мира. То есть, чтобы максимально погрузиться в свою культуру, вот, то, что, о чем ты говоришь, ну, нужно научиться видеть себя через собственную призму, да, не через призму чьих-то глаз, а через там, внутри изучить свою культуру, историю и так далее. Да, во-первых, нужна правда, во-вторых, нужно восстановить вот этот культурный код, потому что вся письменность, все, что связано с эпосом, с культурой, у нас есть национальная пластика, у нас есть музыка очень богатая, у нас есть костюм, то есть это все почему-то, почему буряты, вот, допустим, в начале 20 века перестали носить бурятский национальный костюм, да, ну, потому что за это расстреливали, да, потому что были жестокие репрессии, люди перестали для того, чтобы просто своих детей защитить, они перестали подчеркивать, что они буряты. Это же политика, мы же о политике сейчас говорим, правильно? Поэтому, да, очень важно изучать эти отношения, очень важно выстраивать уважительные отношения к этносу, к хрупкому этносу. Вот я вообще, честно говоря, для себя это все недавно только вот ответила на все эти вопросы. Например, зачем национальность, да? Зачем ассоциировать себя с национальностью? Почему? Можно же ассоциировать себя с хорошим человеком, не знаю, там, с оперной певицей, там, да, или там с гражданином мира. Да? Политическим взглядом, я демократ, я россиянин. Да. Зачем именно с национальностью? Ну, просто за тем, что мир нуждается в многообразии, да, то есть проблема глобализма же тоже существует. И национальность, сохранение вот этих, ну, то есть, как вот сказал один человек из нашей команды, очень красивую, мне кажется, мысль, что каждый народ — это маленькая история человечества, да, и каждый народ своим путем приходит к тому, что он накопил какие-то смыслы, какие-то образы, какие-то символы, да, то есть язык и культура — это все про это, про какие-то смыслы. Вот он сам это нашел, он сам это открыл, и он это передал своим там будущим поколениям. Это разнообразие мировое. Зачем оно нужно? Для того, чтобы двигать прогресс. Потому что без разнообразия прогресс не двигается. Вот для этого нам очень важно сохранять идентичность, национальности и бережно к этому относиться. Ну, мне кажется, это правильно.
Ну, мне кажется, вы прекрасная команда, потому что к Марининой такой эмоциональности, очень красивой, очень искренности. А я сейчас спрошу у Давра такие практичные шаги. Да, вот каким образом можно взращивать и поддерживать вот эту самую хрупкую национальную идентичность, принадлежность к корням, от которых так легко отказаться, потому что, да, можно ассоциировать себя, ну, с огромным количеством в данный момент, да, идентификаций. Вот как сохранить желание идентифицироваться со своим народом, со своими корнями, ну, а не с чем-нибудь современным и более модным? У меня позиция следующая. Здесь должно быть два аспекта. Первый – это государственная политика. В первую очередь, это, конечно, политика противодействия такому информационному влиянию российской повестки. Что я имею в виду? Поменьше смотреть российское телевидение и поменьше смотреть, допустим, российский контент на Ютубе. Я там не вижу каких-то нарративов, которые бы способствовали нашему возрождению и восстановлению наших идентичностей. Потому что мы не являемся аудиторией, целевой аудиторией этих людей, и поэтому ничего там полезного для нас не будет. Но помимо этого, это, конечно, еще и определенная историческая политика. Что это значит? Марина упоминала большое количество институтов в Европе, в США, которые занимаются проработкой официальной позиции государств на свою историю. Нам такое тоже необходимо. Это было в Польше, это в Эстонии, в Украине есть. И они действительно таким образом восстанавливали доброе имя национально-спортивных движений. И кроме того, важно вспомнить и о таком явлении, как общественная позиция, то есть гражданское общество. Есть сейчас в Калмыкии много активистов, не политических, но языковых и, в принципе, таких региональных активистов. Что это значит? Некоторые занимаются восстановлением государственного калмыцкого языка в топонимике в первую очередь, то есть использование его в названиях улиц, в рекламе, в вывесках и так далее. Другие занимаются, например, уроками калмыцкого языка. Третьи, допустим, шьют национально ориентированную одежду. То есть такие инициативы общественного характера, они, наверное, самые точные, самые эффективные, потому что они касаются реально существующей потребности. И если эти явления есть, значит потребность в национальных нарративах существует. Этим идеям, этим инициативам нужно помогать всем нашим сообществам. У нас появилась уникальная возможность объединить нашу диаспору в США, в Германии, во Франции, в Чехии с повесткой национальной, такой республиканской, я бы сказал. И только так мы сможем, скажем так, сформулировать для себя общее видение будущего. Не только для нашего государства, нашей республики, но и для всего этноса. Мы должны осознавать себя частью большого мира, сохраняя при этом свою особость. Я думаю, что вот такие вопросы, как а вот сохранится ли наш язык в будущем, ответ на это простой. Да, сохранится, потому что мы этого хотим, потому что мы являемся субъектами, мы делаем так, чтобы язык наш сохранялся, мы на нем говорили. Я думаю, что все будет хорошо. Еще из проектов, мне кажется, это замечательная инициатива. Алдар Аранжанов курирует Айратское радио, и одно из тем, что они там делают, это читают книгу Далай-ламы по главе, и потом приглашают экспертов, с кем можно обсудить эту главу для вот лучшего какого-то там понимания, проработки, анализа. Ну, мне кажется, абсолютно замечательная инициатива. Давар, все-таки продолжая тему национальности и национализма. Вот, например, да, у меня огромное количество друзей, ну, русских, этнически русских. И я их абсолютно люблю, обожаю. Я не считаю их шовинистами, ксенофобами и так далее. Ну, и раз они дружат со мной, они таковыми не являются. И таких людей огромное количество. И тех, кто против войны, и они живут как в Москве, Петербурге, в других регионах, так и в национальных регионах. И сейчас, вот говоря о дезинтеграции России, о колониальности, о деколонизации России, мы как будто бы
вот этот огромный пласт людей, которые тоже против войны, которые не являются там шовинистами, ксенофобами и так далее, мы их как будто бы совсем забываем, от них отказываемся и вот в своем мире немножко закрываемся. Нет, у тебя нет такого ощущения? Как налаживать контакты, при этом быть там националистом, поддерживать свою культуру, но как налаживать контакты с теми, кто тоже за свою культуру, против войны, смотрит там одинаково с тобой, при этом является русским? Я думаю, что нужно в первую очередь сформулировать собственную повестку, потому что когда мы оперируем понятием деколонизация, дезинтеграция и так далее, мы должны четко сами понимать, что мы под этим подразумеваем. Иначе разнотолки и неспособность завершить коммуникацию приведут к совершенно ненужным результатам. Это споры, конфликты и тому подобное. Важно определиться с понятиями. Кроме того, необходимо, на мой взгляд, исходить из препозиции открытости, из готовности к коммуникации, к общению, и не руководствоваться довольно примитивными мотивами ксенофобии. Ну, потому что мы все-таки европейская нация, скажем так, Европа – это не про закрытость, а наоборот про открытость. Третье – это, конечно, уважение к себе, к своей идентичности, к своему этносу, которое проявляется в отстаивании собственной позиции. Понятное дело, что изначальные позиции между нами и русскими, они не равны. То есть у русских есть свои платформы очень крепкие, их много смотрят, много слушают, читают, да. И в этом смысле нам важно обратиться к нашим партнерам международным. То есть то, чем мы занимались с Мариной в Брюсселе. Это Европа, это США, потому что там нужно показывать, что на месте Российской Федерации возникнут новые государства, которые будут отвечать за судьбу этих людей и за судьбу этих территорий. И в этом смысле мы должны стать субъектами, чтобы уже действительно на равных общаться с русскими как с этносом. Если говорить о бытовом уровне, то, опять-таки, нужно избегать конфликтов. Зачем спорить, ругаться и обвинять попусту друг друга в каких-то страшных обвинениях, страшных преступлениях, да? Пробовать нужно разговаривать мягко, но уверенно, продвигая свою повестку и при этом понимать, что в какой-то момент эти люди, возможно, окажутся гражданами другого государства. Но опять-таки, как я говорил в Брюсселе, мы не должны замыкаться на себе, мы должны быть открытыми к миру, придерживаться 4 свобод, я сказал, это свобода передвижения для лиц, это товары, работа, услуги и деньги, финансы. Да. В этом смысле нам нужны границы не между собой, я имею в виду по Волжье, а от внешних, скажем так, раздражителей. Но и этих границ не будет, просто нужен определенный период такой переходный, да, от империи к обычному нормальному государству. Поэтому это довольно долгий процесс, и нам нужно быть готовым к нему. То есть это не будет 2-3 года. Это будет довольно долгий период, когда мы будем учиться жить самостоятельно и на равных с русскими. И в этом смысле уже сейчас нужно начинать себя вести именно так. Марина, насколько я вижу по отзывам, что Бурятия очень, наверное, как и все остальные регионы, очень поляризована в данный момент. То есть часть, которая прям абсолютно поддерживает Владимира Путина и всю его военную кампанию, и часть, которая абсолютно не поддерживает и сейчас говорит о собственной независимости, о другом взгляде на историю, который там не был распространен. Каким образом эти две противоположные по своим убеждениям группы лиц могут прийти к какому-то единству в политических вопросах? Или как вы видите независимость Бурятии? Это путем голосования, что победит, путем каким образом вы можете говорить о независимости Бурятии, если там огромное количество людей, которые абсолютно поддерживают Путина? Очень важно подчеркивать и разделять русские и имперцы, да, то есть имперская колониальная политика и ничего
как сказать, не имеет отношения к русским, да, как таковым. Если человек ощущает себя гражданином Бурятии, вот этой земли, если он ее любит, да, то есть, то, пожалуйста, никто не против русских. То есть в Бурятии много разных национальностей живет, да, нам очень важно договариваться. А по поводу того, о чем ты говоришь, поляризации, ну, мы к этому шли давно, да, то есть общество, нас готовили 20 лет к тому, к тому, что сейчас происходит, да, промывали пропагандой мозги, то есть я думаю, что та часть, которая за Путина, во-первых, вряд ли они знают хорошо историю Бурятии, но я недавно была в таком же положении, да, во-вторых, эта история очень тщательно скрывается. Даже в Википедии нет информации о том, что Бурятия сопротивлялась 150 лет захватнической политике, да, после чего ее просто кроваво завоевали, да, и подчинили, и стали использовать как колонию. Поэтому я думаю, что если эти люди, в общем, я вижу, да, наша задача в просвещении прежде всего. У нас есть программа будущего, чем привлекательнее, чем яснее будет картина будущего для этих людей, мне кажется, тем проще будет договориться о том, что мы же не хотим против, да, чего-то. Ну, то есть мы не против России, мы не против русских, мы против колониальной политики и против вот этого бесконечного использования нас в качестве каких-то там имперских нуждах, да. Мы хотим жить свою жизнь, нам ничего не надо чужого, у нас все есть, у нас есть прекрасная земля, у нас есть хорошие потенциальные ресурсы, и мы просто хотим жить свою жизнь, не претендуя там на что-то другое. Просвещение, я правильно поняла основную мысль? Через просвещение, через образование, через просвещение. Через просвещение, через образование и через представление будущей программы будущего Бурятии, довольно привлекательная, потому что если Бурятия будет жить не как колония и будет, грубо говоря, тратить ресурсы на себя, то, конечно, она рванет в своем развитии. И если она будет независимой, мне кажется, она сама решит, куда ей развиваться, с кем ей торговать и как ей вообще жить. Да, но у Марины есть вот эта вот карта, да, что у нас прекрасные ресурсы, прекрасная земля, которая дает очень много ресурсов, и мы можем эти ресурсы тратить на себя и там больше благ от этого получать, больше выгод. И если это сильная карта такая в Калмыкии? Да, конечно, я думаю, что главный наш Ресурсов Калмыкии ресурс. достаточно, ты считаешь? Ресурсов калмыцкой земли достаточно на то, чтобы развивать экономику в Калмыкии? Да, вполне. Я думаю, что здесь нужно смотреть на две вещи. Во-первых, это материальный ресурс, то есть природные ресурсы, в основном ископаемые, и живые ресурсы, морские. И второй аспект – это людские ресурсы, людской потенциал. В первой ситуации у нас есть континентальный шельф Каспийского моря, там разведанных запасов очень много. Кроме того, это и безусловно, наше выгодное положение для транзита. Ну, например, Татарстан, когда обретет суверенитет, он окажется в ситуации, по сути, такой landlocked country, то есть государство, которое не имеет выхода к морю. И мы можем иметь такой хаб с татарами, чтобы они прокачивали, например, свою нефть в сторону Европы. Вот вам простой заработок для вашей национальной экономики. Третий момент – это, конечно, Каспийское море. Много государств имеют выход к нему. Это Иран, разумеется, то же самое. А Иран там Индия, конечно. И здесь мы тоже можем быть хабом для нормальной торговли между будущим, надеюсь, демократизированным Ираном и тоже Европой. Второй момент – это, конечно, то, что у нас Человеческий довольно ресурс? образованное население. У нас много талантливых людей, которые имеют достаточно неплохое образование. Да, к российскому среднему образованию есть вопросы, но, по крайней мере, по определенным отраслям там сильная школа. В основном, конечно, это математическая вещь. Поэтому люди, которые находятся сейчас в эмиграции, например, они могут стать зарядом для нашей экономики в плане людского ресурса. Это должна быть экономика
инновационное, ориентированное на, это называется снижение транзакционных расходов. То есть чем быстрее и дешевле вы выводите продукт на рынок, тем он становится популярным. Вот такие образованные руки нам необходимы. И кроме того, мы не должны бояться, на мой взгляд, привлекать иностранную рабочую силу. Вот. В этом смысле мы должны быть, как я говорил, максимально открытыми к иностранным вливаниям, к иностранной рабочей силе. Это то, что называют принципом 4 свобод. Например, вот в США он действует, между штатами каких-то серьезных препон нет, да, при торговле. В Европейском Союзе то же самое. И вот таким образом на стыке национального сегмента экономики и, безусловно, иностранного участия мы можем, собственно, найти свое место в мире и самое главное, жить счастливо, жить достойно, с хорошим уровнем жизни. То есть людские ресурсы с точки зрения там, образования, да, упор на образование. Среди прочего, да. Я думаю, что эпоха ископаемых ресурсов, я имею в виду энергоносителей, она потихоньку уходит. Мы видим это на примере России, которую просто отрезали от поставок газа и нефти в Европейский Союз. Например, Германия сейчас независима от российских энергоресурсов, и они привлекают это в основном из Норвегии и США, и им нормально. Да. В этом смысле мы должны, конечно, ориентироваться на людей, потому что именно в людском потенциале находится ключ для любой инновационной экономики. По поводу человеческого потенциала, я тоже считаю, что в Бурятии, наверное, самое большое богатство – это наш человеческий потенциал, потому что буряты очень образованные, очень талантливые, способны. Они, в принципе, и в 30-е это вот в эти репрессии выжили благодаря между молотом и наковальней, да, благодаря своим талантам. Очень талантливые ремесленники, поэтому я тоже считаю, что самый главный наш ресурс – это человеческий. Коллеги, вы заметили, ну вы оба живете за границей, вы заметили, что за границей такой стереотип по поводу азиатов? Если ты азиат, то ты, скорее всего, очень умный, и ты, скорее всего, ну, достаточно обеспеченный, потому что азиаты каким-то образом умудряются выстроить свой бизнес, начинать там, даже если начинали с чернорабочим, выстроили свой бизнес и стали такими вполне обеспеченными людьми. Вот я замечаю такой стереотип. Как вы замечаете? Про стереотип, вот как азиаты сами себя воспринимают, как их воспринимают, да, и в России это какой-то такой, в общем, ну, угнетенный образ, да, азиата. И сами азиаты, самое обидное, что сами азиаты так себя воспринимают. А на Западе, в той же Америке, быть азиатом почетно, и тут совсем другой образ. Тут представление об азиатике, это как всегда, то есть азиаты идут, да, то есть это всегда первые места на олимпиадах, в тестах, то есть это очень сильная конкуренция, то есть образ азиата – это такой работоспособный, очень умный, образованный человек, который, скорее всего, будет тебе главным конкурентом, да, вот такой, ну, может быть, это тоже еще политика. Но, тем не менее, вот эти два образа очень отличаются. Российский азиат от, то есть как, ну, мы в России, да, как себя чувствуем, и как мы чувствуем себя за пределами России, это две большие разницы. С точки зрения оппозиции, вот, на мой взгляд, есть медийная оппозиция, есть такая работающая оппозиция. Вот я медийная оппозиция. Как только камера выключится, я ничего не буду делать, исходя из своих политических убеждений. Все, что я делаю, я там включаю камеру и работаю здесь. Вы оба преподносите себя, заявляете о себе, ведете себя как люди именно вот из работающей оппозиции, которых основная работа за камерой. Правильно? Вы оба говорите о независимости своих регионов, о развитии экономики в своих регионах, об развитии образования в своих регионах. Каким образом вы это хотите принести в свои регионы? Каким образом вы планируете возвращаться, вы планируете больше транслировать в интернет? Вот расскажите о той работе, которая ведется за камерой для донесения своих политических взглядов до своих регионов. Я думаю, что любые, скажем так, реформы или потуги, которые мы можем сделать для того, чтобы заниматься претворением наших идей в жизнь, возможны только при условии окончания российско-украинской войны, победы Украины. То
то есть крушением российского империализма и милитаризма. И вот в этой ситуации уже возникнут разные варианты развития событий. Нам предпочтителен такой вариант, когда Москва утрачивает контроль над нами, то есть не способна на применение насилия в отношении нас. Кто помнит, то помнит, в 2004 году у нас были, скажем так, крупные протесты против первого президента, и туда пошел ОМОН и всех просто побил, а он даже одного человека убил. Да, Вот, один человек. то есть, Это при Илюмжинове было, да? да, это было при Кирсане Илюмжинове. И нам нужно избежать вот подобного сценария. Почему важно, чтобы Россия проиграла? Потому что деморализованные войска не будут способны на подобные карательные операции. 2004 год – это один из пиков популярности Владимира Путина и окончания его первого срока. То есть он был очень силен, мог позволить себе все, что угодно. После окончания войны поражением это уже не будет возможно. Во-вторых, нам важно, скажем так, найти точки для общенационального разговора. Понятное дело, что у нас есть несколько политических лидеров в регионе, которые являются военными преступниками. То есть они участвовали в организации и проведении агрессивной войны. Это глава Бату Хасиков, это его глава администрации и там несколько человек из пропагандистской клики, будем так называть. Но лидеры, скажем так, второго уровня и то, что называется, ну, скажем, финансово-промышленной элиты, да, насколько она у нас есть, это люди, которым важно будет найти свое место в будущем. Они точно не собираются покидать Калмыкию или, по крайней мере, утрачивать связь с ней. И это хороший для нас шанс найти точку компромисса, при которой выигрывают все. Что от того, что Калмыкия будет богатой и счастливой, выиграет весь наш народ. Вот. Поэтому я считаю, что сейчас мы должны концентрироваться на, опять-таки, формировании образа будущего, то есть с чем мы придем, да, с каким проектом мы придем к нашему народу, понимать, что нельзя одной краской всех мазать, как военных преступников и так далее, как манкуртов и тому подобное. Потому что есть оттенки, и с этими людьми нам так или иначе надо будет работать, потому что мы все ойра. У нас не так много, в принципе, в мире осталось, около 600 тысяч, с учетом нашей общины в Шинджане. Вот. Ну и третий момент – это то, что мы должны стать, как Калмыкия, должны стать домом для всех ойратов. В общем-то, в Китае не то чтобы наши хорошо себя чувствуют, потому что Китай – это тоталитарное государство. И нам нужно понимание того, что Калмыкия – это вот наш дом, вот куда мы можем вернуться. Да? Вот Бумбин-Орн, как бы вот она у нас и существует. И в этом смысле необходимо, на мой взгляд, показывать людям, что без России жить намного проще, легче и безопаснее. То есть, живя с Россией, вы, скорее всего, пойдете рано или поздно на войну, где вас убьют. Живя в собственном государстве, которое проводит миролюбивую внешнюю политику, которое заботится о стариках, о детях, о других категориях населения и занимается тем, что обеспечивает благосостояние людей, вот это хороший путь, и вот его надо придерживаться. Так что вот я думаю, что такие базовые позиции для национального диалога нам будут необходимы. Для нашего движения очень важно донести, что дело не в Путине, не в русских, не в национальностях вообще, да? Дело в колониальной политике, когда метрополия использует колонию, высасывая, выжимая все из нее, включая человеческие ресурсы, да? Ну, как сейчас это происходит на войне. И вот против этого, то есть вот это наша проблема, а не русские или там Путин, или там какой-то Кремль, я не знаю, что-то вот такое. Именно политика вот, завоевательская, колониальная, чудовищная по отношению к коренным народам. Я уверена, обязательно кто-нибудь в комментариях скажет, что видно, что вы представители буддийских регионов, потому что вы совсем меньше ненависти, больше принятия, мир всему миру. Естественно, я желаю удачи. Мы обязательно предлагаю еще встретиться, поговорить отдельно об экономических программах, о планах. Сегодня мы больше так по Брюсселю и какие-то общие черты проговорили. Спасибо, друзья. С удовольствием. До встречи. Спасибо большое. Да.